Всем привет, ребят! Сегодня будет обзор обновы. Я сразу скажу, что текст самой обновы я еще не читал, но я уже, так скажем так, заметил некоторые вещи после обновления, которые меня очень сильно порадовали, поэтому я так предполагаю, что это одна из лучших обнов за последнее время. Ну, по крайней мере, она прям действительно хорошие вещи сделала. Я пока не знаю, к чему они приведут, то есть улучшат ли они игру или нет, но в целом смотрится неплохо. Хорошо, погнали. В этом обновлении мы добавили в игру примерочную и внесли некоторые важные исправления в полный список изменений. То есть примерочная, ну, там мы, наверное, дойдем. Давайте прочитаем, потом, собственно, я покажу уже, как это выглядит. Это особый режим, который дает возможность просмотреть, как определенные артефакты и атрибуты повлияют на характеристики героев. Чтобы включить режим «Открой арсенал», выбери фильтр и нажми кнопку «Примерочная». Ты можешь увидеть, как примерка разных артефактов меняет параметры героя в правом нижнем углу экрана. Если захочешь оставить на героя выбранные эффекты или атрибуты, просто нажми «Надеть». Помни, если на героя уже надето снаряжение, то замена обойдется в определенную сумму серебра. Внимательно проверяй стоимость замены перед тем, как подтвердить выбор. Все остальное работает как раньше. Ты по-прежнему сможешь пользоваться фильтром, чтобы находить необходимое снаряжение, но с примерочной тебе будет проще определиться с лучшими вариантами для каждого бойца. Сразу скажу, что я потестировал функцию, мне в принципе она понравилась, но есть уже некоторые косяки. Ну, лично, с моей точки зрения. Сегодня я занимался переодеванием части героев, да, и что получилось? Значит, к примеру, я хочу одеть, не знаю, например, на фоле хочу поменять щит, да, я выбираю поменять щит. Вот. И если я не посмотрю, не запомню характеристики этого щита, да, а мне, например, нужно, то есть он же проточный щит, который на нем надет, и я, например, вижу, что здесь, вот если я посмотрю, здесь написано скорость 10+2, да, но, например, я не посмотрел эти характеристики, я захожу в фильтр, ищу щиты, нажимаю кнопочку примерочная, да, вот, и, собственно, начинаю просматривать. Например, из сета краш жизни, щиты какие-то на замену. Я просматриваю, да, здесь показывается, собственно, вот, например, в данном случае показывается, что у меня скорость упадет на 1, да, но у меня в данном щите скорость 11, а здесь показана -1 скорость. А я, например, не посмотрел, какая скорость у меня на том щите, да, то есть, типа, она у меня там была 10+2, или там она была 11+1, или она была 12 не проточена и так далее, да, то есть вот с этой точки зрения непонятно, потому что и дело в том, что посмотреть отсюда нельзя, то есть я не могу из этой примерочной посмотреть, что за щит был одет там, да, вот, то есть с примерочной, в принципе, насколько я понимаю, нельзя посмотреть шмот, который одет там, то есть чтобы мне посмотреть эту шмотку, мне нужно отжать примерочная и посмотреть конкретную эту шмотку. То есть зайти в примерочную и смотреть конкретную шмотку, которую я меняю, я не могу ее статы смотреть. То есть у меня отображаются статы только тех вещей, которые, при замене вещей, да. И, я сегодня с этим уже встревал. Я не знаю, может быть, я для кого-то непонятно объясняю, но я лично сегодня из-за этого, не то чтобы страдал, но мне было неудобно. То есть мне приходилось в какой-то момент... я, правда, делал те действия, которые можно было делать и без примерочной спокойно, да, то есть я там менял одну-две вещи, и вот я это делал просто, чтобы потестировать примерочную. Но в целом это можно было сделать и без примерочной, да, и я вот с этим столкнулся. То есть из примерочной нет возможности посмотреть вещь, которую ты хочешь поменять. То есть, смотреть есть на что, то есть смотреть как минимум на то, сколько у нее... То есть, понятное дело, что мы можем понять, сколько у нее статов. То есть, например, скорость 11, здесь -1, значит, у нее 12 статов, да. Но как они набраны? Они набраны белый до 10, потом проточены на 2, да, или наоборот, там, не знаю, 8 белой скорости проточены на 4. То есть, в каких-то моментах это довольно-таки важно, я считаю, да. Потому что теоретически может там так оказаться, что тот щит, который там одет, он проточен, он имеет 12 скорости, да, но руной не проточена эта скорость. А мне, например, надо щит поставить, чтобы скорость набрать наоборот. И получается, что я не могу понять, подходит мне этот щит или нет, пока я не выйду из примерочной и не посмотрю, собственно, характеристики этого щита. Я не знаю, я постарался объяснить,
как это происходит. Но вообще функционал довольно-таки интересный, то есть мы заходим в фильтр, мы нажимаем примерочную, и мы можем полностью героя переодеть, то есть можем полностью посмотреть, там, например, опять же, я вот не могу посмотреть, какой сейчас меч у него, да, то есть на какие статы он находится, то есть, например, я бы хотел поменять меч, но чтобы мне поменять меч на этом персонаже, мне нужно знать, какие статы в этом мече, да, чтобы с примерно похожими допами искать. То есть мне приходится выходить с примерочной, мне нужно смотреть, там есть скорость, есть крит-шанс, да, в этом мече. То есть в теории я захожу опять в примерочную. То есть вообще примерочная задумана для того, чтобы ты мог переодеть все вещи, да. Но мне, представляете, мне надо после каждого перезаходить и смотреть. Причем, я так понимаю, если я вещь примерил и вышел из примерочной, то она как бы скинулась, да? Да, то есть мне ее заново надо будет примерять. Примерить. И выхожу из примерочной, вещь снимается, да? То есть мне нужно, просмотреть все его вещи, запомнить, если я его хочу так переодевать. То есть, на мой взгляд, вот не хватает этого функционала, что отсюда нельзя посмотреть характеристику каждой вещи. Может быть, я просто не знаю, как ее посмотреть. Фиг его знает. Потому что даже если мы зайдем в надетые, то здесь не будут отображаться вещи, которые на нем одеты, да, то есть будут отображаться все вещи, которые одеты на ком-то другом, но не отображаются те вещи, которые одеты на него. И, соответственно, даже здесь ты их посмотреть не можешь. Здесь ты их посмотреть не можешь. Никак. Ну, а в целом, вещь интересная, то есть мы можем посмотреть вещь, которая одета на кого-то другого, да, то есть нажимаем примерить там, например, вот этот шлем, примеряем, да, нажимаем примерить там какой-нибудь щит, вот этот вот, нажимаем примерить там вот этот броник, потом идем в сет меткости и примеряем там, например, в сет меткости что-то, да, перчатки и примерить, ну и ботинки какие-нибудь примерить. То есть это все вещи одеты на ком-то. Я их не меняю, я еще никаких денег не заплатил. Я просто примерил их, то есть вообще без затрат денег, да. И мне вот здесь пишется, сколько мне будет стоить их надеть, да. Вот. Причем я так понимаю, что я могу спокойно отсюда перейти в бижутерию. Или не могу? То есть бижутерию мне надо мерить отдельно. Нет, вот вкладка бижутерия. Есть она. Да, вот она, вкладка бижутерия. А здесь вкладка что у нас? Это вкладка руны. А зачем она так сделана? Это просто список всех рун, которые у тебя есть, или что? Но дело в том, что я сейчас вышел, и у меня все пропало оттуда. То есть мне опять надо переодевать. Ну, короче, смысл в том, что мы надеваем на него какие-то... Не надеваем, а в примерочной мы какие-то предметы на него примериваем. Именно не надеваем, а примериваем, да? И у нас здесь показано полностью статы. То есть вот эти статы, которые были, и вот здесь статы, которые стали. А вот сейчас вот я выбираю, да, и показывают статы, какие поменяются, если я вот этот шлем заменю на этот, да. Вот здесь вот статы показываются. Но если я нажимаю примерить, то она уже все посчиталась. И вот это те вещи, которые на него одеты, а вот это вещи, которые... то есть статы, которые у него будут, когда я переодену те вещи, которые я примерил, да. То есть если я нажму надеть, то статы станут вот такими. Ну, примерно я показал функционал, показал, чем мне уже не понравился этот функционал, чем он не полный, да. Ну вот, знаете, вот бывает так, вроде придумали что-то хорошее, но вот не могут сделать идеально, да, не знаю. Как так можно делать? Я не знаю, вы бы хоть на тест игрокам давали, что ли? Или вы и так и делаете? Сначала обнову выпускаете, а потом слушаете, что игрокам не понравилось, и переделываете. Видимо, так у вас это и происходит. Так, ребаланс групповой арены. Мы сократили количество слитков, которые выдаются в награду еженедельно, но увеличили количество слитков за победу в бою. Я вот, кстати, не заметил, что количество слитков за неделю дают меньше, но вот то, что в бою стали давать больше, это я заметил. Прям прилично больше стали давать. Также в игре появился необходимый минимум боев, которые нужно пройти, чтобы получать ежедневную награду. Теперь нужно поучаствовать хотя бы в 10 сериях боев групповой арены за неделю, чтобы претендовать на награду после обновления рейтинга. Ну, меня это не касается, я боев много провожу.
Да и, в принципе, даже на твинке там я делаю каждый день ежедневные продвинутые задания, а если их делать, это сколько у тебя? 35 боев в неделю получается. Ну, давай посмотрим, что там у нас. Значит, о чем речь? В лигах нам сократили количество слитков, которые нам здесь дают за неделю. Ну, сократили прилично. А, вот серии боев 10 из 10, то есть вот награду ты получишь только если у тебя здесь будет 10 из 10. Это имеется в виду за неделю, ты должен 10 боев сражаться. Вот. И раньше вот здесь давали, по-моему, в районе 4500 слитков. Здесь, по-моему, в районе 5000 слитков. Ну вот сократили, но это вообще ни на что не влияет, то есть, типа, это вообще какие-то копейки, это крохи. По сравнению с тем, что здесь добавили за победы, это прям крохи, на мой взгляд. Ну, конечно, кто как играет, смотря. Кто-то, например, кому-то, наоборот, получилось, кто мало ходит на групповую арену, тому, да, может быть и неудобно. Но мне вот прям намного удобнее стало. Я вот, если честно, не помню, сколько давали нам за победу. По-моему, 35 очков нам давали за победу в первой голде и 37 очков за победу во второй голде, если я ничего не путаю. Во второй голде я сидел, давали 111 за 3 победы, по-моему. 111 на 3 разделил, это 37, да? То есть, соответственно, здесь давали 37, а здесь, значит, давали 35. То есть 106 за 3 победы. Почему 106? 105, может? Короче, что-то такое. Сам запутался уже. Да, наверное, 105. Вот, и сейчас 42 дают, да? То есть там прям очень много дается. Вот, то есть мы идем в бой. Ну, я не знаю, сейчас у меня будет какой-то бой халявный. Ну да, вот есть они, халявные бои. Мы идем сюда. Ну и вот за победу мне дали 126 слитков, да? То есть раньше, да, чтобы вы понимали, давали 105 слитков, если я ничего не путаю. А сейчас 126 в первой голде. То есть мы получаем на сколько? На 21 слиток больше за один жетон, да? При условии, что я в неделю сливаю 3 на 7, это 20... подожди, почему 3 на... это 210 жетонов я сливаю, да? 210 жетонов умножить на 21... Получается 400 слитков в неделю у меня больше стало. То есть я потерял здесь в слитках, в лигах, здесь я потерял в районе там 1500-2000 слитков, а приобрел 4500 слитков. Ну вот, по крайней мере, по той стратегии, по которой я играю в групповую арену. То есть слитков стало больше, для меня, по крайней мере. А так, каждому свое, конечно. Но в целом, я думаю, большинство игроков не заметит этого, потому что большинство игроков не парится по поводу групповой арены. Кто-то вообще ее не фармит, им насрать, сколько там дается за то или за другое, да. Кто-то ее фармит по минимуму, и они тоже особо ничего не заметят. Кто-то ее фармит, скажем так, много, и они, наоборот, на мой взгляд, выиграют от этого. Ну, надеюсь, я все правильно там посчитал. Так, погнали с новостью разбираться. Так. Пополнение на базаре. Мы добавили талисманы для всех лиг. Аватары для бронзовой и серебряной лиги. Фрагменты охотницы Кроворога для бронзовой лиги. Этих редких героев тьмы, необходимых для слияния живоглота, нельзя создать из других героев. Короче, смотрите, если простым языком, что они сделали. Они немножко добавили нам активности на базаре, да, чтобы было что еще покупать. То есть раньше у нас, ну вот, по крайней мере, я что скупал, да. Это энергия, это древний осколок. Это ПКД темный осколок, ПКД сакрал, ПКД лек-книга. Атрибуты по возможности. Больше я, собственно, ничего не скупал. Ну и частицы Дрекстера, пока я его не собрал, да. Вот, теперь добавили аватарки. Вот за 10 тысяч аватарку серебряной лиги дают, и за 1000 дают аватарку бронзовой лиги. Я ее уже купил, я ее уже поставил. Серебряную лигу, я не знаю, приобрету, но попозже, наверное. Вот так вот она выглядит, аватарка. Находится она вот здесь вот, аватарки групповой арены, да. Ну здесь, я не знаю, здесь, кстати, все аватарки перечислены или нет. Вот ультра награды платиновой лиги, это, наверное, кто первые места занимает. Это простые награды платиновой лиги. Это аватар групповой арены, это награды из боевого пропуска. Вот эти два аватара это бесплатные, если весь боевой пропуск сделать, а эти аватары были донатные, то есть те, кто сдонатил, мог их получить. Вот, но это все бесплатные аватары.
Есть еще аватары у нас, значит, не все там отображаются, потому что есть еще аватары золотой лиги. На базаре покупались, если ты стоишь в золоте, хотя бы в первом, да, то ты мог купить себе аватар вот здесь вот. Но сейчас ничего не продают, они продали один или два, по-моему, два или три вида аватаров, но два точно продали. По 100 тысяч слитков, да, и, ну, я не пошел это покупать, на мой взгляд, это мега дорого, то есть максимум, на что я могу, скажем так, потратиться, на мой взгляд, но это, я не знаю, за 25 тысяч слитков, может быть, за 30 тысяч слитков могу купить аватар из Золотой Лиги, да, вот, это максимум, на что я могу позариться, но 100 тысяч слитков это вообще не вариант, вот, но вот аватары за, там, 1000 слитков и за 10 тысяч слитков, на мой взгляд, цена вполне себе неплохая. Возможно, они будут обновляться, то есть, возможно, они сейчас такие, потом будут другие и так далее. Ну, типа, в чем проблема нарисовать новую картинку, да, и поставить ее за 10 тысяч слитков? То есть, это же все сделано для некого отъема средств, ну, точнее, для некого отъема, скажем так, неких игровых ресурсов у игроков. Если у игроков забирать какими-либо активностями игровые ресурсы, то, соответственно, они либо, скажем так, будут... Ну, то есть, теоретически все это должно привести к тому, что усилится донат в игру, то есть люди захотят еще что-то получить, что они не могут получить, потому что у них не хватает ресурсов игровых, да, и будут донатить. Но это в теории. На практике не знаю, как это все будет происходить, но в целом стратегия понятная, да, то есть они понапихали сюда всякого разного, чтобы у людей был более интересен выбор, то, что покупать, да, то есть что нам еще добавили? Нам добавили талисманы типа, за 150 слитков один талисман типа, один талисман субпараметра, это, наверное, самое интересное. Талисман типа это перчатки, броник, сапоги, вот это, да, талисман субпараметра это талисман, который дает нам, давай, кстати, купим. Я так понимаю, он случайный дается, да, то есть талисман меткости, поэтому лично я не рекомендую покупать, то есть, на мой взгляд, это фигня какая-то. 150 слитков стоит, случайный талисман. Ну, кому-то, наверное, очень нужно. Ну, теоретически, наверное, это очень хорошо, да. То есть, если человек там неплохой донатер, много донатит в игру, то в теории он может это все скупая каждый день, да, сделать себе шмот лучше, чем у людей, которые, скажем так, не скупают это все. Просто потому, что там есть некие уникальные сеты на базаре, и создать в них больше качественных вещей можно благодаря вот как раз-таки таким вот штукам, да. То есть в теории, да, это для кого-то это супер выгодно. Для простого фри-то-плей игрока это вообще фигня какая-то, которая нафиг ни для чего не нужна, да. Как талисманы типа, так и вот здесь вот талисманы редкости и ранга, на мой взгляд. Тем более они... ну здесь, правда, x10 продается, да, по 1500. То есть они также по 150 стоят, но продаются по 10 штук. Ну, не знаю, мне кажется, все равно фигня какая-то. Хотя, может, кому-то и зайдет. Не знаю. Вот. И продается еще сундук талисманов. Но тут не совсем понятно. Тут написано, содержит 3 случайных талисмана, которые повышают шанс создать в кузнице артефакты определенного типа. Ну вот здесь написано слово «типа». Предполагается, что это талисманы типа, да. Но, скорее всего, это просто случайные талисманы. Это могут быть и редкости, и ранга, и талисман типа, и субпараметров в теории. Ну, давай попробуем, я рискну и потрачу, да? Нет, это вот прям реально талисманы типа. То есть вот эти вот талисманы 3 штуки нам дают. Но это полное фуфло. То есть это фуфло, а это фуфло в квадрате. Хотя теоретически вот это выгоднее, да, покупать. Потому что здесь ты получаешь 3 талисмана за 300 слитков, а здесь ты получаешь 1 талисман за 150 слитков. Вот. Но, на мой взгляд, лично я это все не буду покупать, мне это не интересно. Вообще ни капельки. Я просто вот для тестов купил, ну и показал КД какие-никакие. Но здесь сутки, и здесь, скорее всего, тоже сутки, да, КД. Значит, частицы продают за 150 слитков, продается 10 частиц, да, и здесь за 150 слитков 10 частиц. Если сравнивать с курицей, курица 3-звездочная продается за 900 слитков, здесь получается та же 3-звездочная курица за 1500 слитков. То есть с этой точки зрения дороже, но это войдовый персонаж, во-первых. Во-вторых, из минусов он как бы не играбельный как персонаж, да, куда-то. Но в-третьих, это персонаж, который позволит вам сделать слияние на живоглот. Кто-то скажет, зачем слияние на живоглота? В игре проводятся различные турниры, события на слияние, да. Не на слияние, а на получение очков при получении героев, да. И вот в таких турнирчиках можно
заработать очки слиянием живоглота. Почему именно живоглот делается? Потому что реликвар, во-первых, очков за него меньше даются. За живоглота дают 350 очков, за реликвара дают 250 очков. И реликвара, чтобы сделать, тут нужно сначала героев прокачать до 30 уровня, перевести на 4 звезды, потом прокачать до 40 и красить на 1 звезду больше, да? А здесь тебе нужно героев прокачать только до 30 уровня и покрасить на 3 звезды. То есть это намного меньше ресурсов ты вот тратишь и получаешь героя там 4-звездочного. Можно его там в корм пустить, можно еще куда-то, да? Теоретически один вам для криптфракции пригодится. Вот. Я обычно как делаю? У меня обычно вот лежат эти герои, они со сколков выпадают, они лежат и охраняют склад, да? Вот. Я слиял живоглотов уже штуки 3, наверное, в общей сложности. Вот. И тут смотрите, какая фигня. Вот этих двух героев, их раньше можно было получить вот отсюда, да? 32. А, это мне, наверное, упало... У меня было 30, а это, наверное, упало мне с этого, с КБ сегодня. Что-то не обратил внимания, откуда еще 2 Войда. Вот. И вот этих двух героев раньше можно было слиять из зеленых героев. Да, это дорого, потому что, во-первых, этих героев нужно получить, дождаться, когда они вам выпадут, да. Во-вторых, нужно прокачать до 20 уровня, перевести на 3 звезды, прокачать до 30 уровня, покрасить на 3 звезды и скормить, получить вот этих героев. А вот этих нигде получить нельзя было. Ну вот теперь показали нам способ их получения, то есть мы идем на базар, их скупаем. За 10 дней мы можем скупить... 10 таких, точнее 100 таких частиц, 100 таких частиц, и за 10 дней мы можем сделать слияние, да? Вот этих рарок. Вот они. Теоретически за них мы тоже получаем какие-то очки в этом, в событиях, турнирах, да? Если очки за получение героев вообще в принципе начисляются в эти дни. Но получаем мы там по 50 очков, поэтому стоит ли ради этого заморачиваться, не знаю. То есть вот слияние охотницы и кроворога 50 очков. Ну, типа прикольно, некая вариативность, возможно, кому-то будет это нужно. И лично я, скорее всего, не буду этим пользоваться. Кто-то у нас уже купил за 10 тысяч литков аватарку. Я смотрел в клане, но не очень там активно люди начали покупать аватарки. А, нет, вот уже обновилось. Они еще не сразу обновляются. То есть пока что у нас вот только я и Волум купил. Я, кстати, надеюсь, правильно его ник прочитал. Больше никто пока не купил. Ну или, по крайней мере, купили, но не поставили. Так, погнали далее. Новости. Так... Это базар, исправление боев и героев. Теперь герои, на которых Тормин наложил заморозку своим пассивным навыком «Зимний ветер», не будут двигаться. Ничего не понятно. Типа до этого они двигались. Ну, на самом деле, с Тормином там были баги. Иногда игра подтормаживает. Не то, что она подтормаживает, она подвисает. То есть бой подвисает, когда Тормин накладывает на кого-то заморозку. Да и не только Тормин. Не знаю, с чем это связано, что это означает. Короче, что-то исправили. Якобы. Исправлена ошибка, которая возникала, когда Беланор активировал навык Зави «Ядовитый дождь», если Зави находилась под воздействием блока небазовых навыков. То есть у нее был блок небазовых навыков, и он этот навык ей активировал. Видимо, сейчас он не будет это активировать. Если кто-то что-то знает по этому поводу, то пишите в комментариях, потому что у меня нету ни Зави, ни Беланора. Я так предполагаю, что раньше просто он активировал, а сейчас отключили возможность активации. Потому что блок небазовых навыков предполагает, что она не может юзануть скилл. Вот, а видимо, он с помощью Беланора все же активировался, видимо. Навык Тельца «Токсичный удар». До и после развития теперь работает корректно, если в команде есть Гурптук Бородач. Токсичный удар Тельца. Телец, от которого много ядов, по-моему, вешает в оборотнях. Если я не путаю ничего. Или путаю, я не помню нифига. Так, получает урон в размере... Токсичный удар. Получает урон в размере 99% от своего текущего здоровья. Накладывает на себя неуязвимость на 2 хода. С вероятностью 80%. Накладывает 4 яда.
5% на всех врагов на 2 хода. Мне просто непонятно, что здесь могло работать некорректно. Типа он умирал от ядов Гурптука? Или что? Или он себя убивал из-за того, что на нем висели яды Гурптука? Что-нибудь такое. Не знаю, честно. Ну, потому что Гурптука, что там может из-за него боговаться? Ну, понятное дело, что сейчас это все уже пофикшено, да? Так, Гурптук у нас нет, он в оборотнях также. Нет, блин. Я забыл. Да в оборотнях он должен... Ой, в огренах он должен быть. Да, вот он. Союзники, на которых действует яд, наносят на 7,5% больше урона за каждый активный яд. Максимум 30% увеличения урона действует на все навыки союзников. Также увеличивает сопротивление каждого союзника на 15%. То есть я могу только предполагать, что он, например, Гурптук наложил яды на этого тельца, да, и он сам себя убил, не успев наложить на себя эту неуязвимость. Я предполагаю, что это что-то, возможно, типа этого было. Но я, опять же, не тестил, не знаю. Если у кого-то есть какая-то информация, то пишите. Но я так предполагаю, что для кого-то это довольно-таки важная инфа, потому что я так предполагаю, что есть какие-то схемы через подобных героев. Изменены иконки навыков безлицего молния и ледяная стрела. Но это иконки просто изменены. Урсала скорбящий теперь корректно оживляет союзников своим навыком реквием. Что это хоть за Урсала скорбящая? Как мне кто-то тут из зрителей подметил, почему в игру рейд не ведут поиск по героям? Потому что иной раз ты нифига не сообразишь, что за герой. Мне приходится лично гуглить. Воскрешает всех союзников с 75% здоровья и заполняет их шкалы хода на 50%. Накладывает на команду бонус защиты 60%, усиление. Я не знаю, что там работало некорректно, но что-то теперь ей сделали. Возрадуйтесь. Так. Пауки в гнезде паучихи теперь не спускаются друг на друга. Ну, я не помню, что у меня такое было. Но это, видимо, имеется в виду, что у тебя там стоит 10 паучков, да, и еще сверху там еще, например, 2 слезает куда-то. Исправлена анимация оглушения, если его накладывают сразу после того, как с героя снимает сон. Непонятно, но это всего лишь анимация. А возможно, и это баг какой-то был, именно что-то не срабатывало. Исправлено отображение Норга, головорезка в коллекции. Отображение Нагдара, головореза, блин, в коллекции Норга. Не знаю, кто это. Исправлено отображение Соляриса и Пургатора в коллекции. Исправлена ошибка, которая возникала при попытке переиграть бой на 20 уровне гнезда паучихи, после того, как в предыдущем бою на врагов была наложена заморозка. Исправлена ошибка, которая возникала при попытке переиграть бой на 20 уровне гнезда паучихи, после того, как в предыдущем бою на врагов была наложена заморозка. Чё себе. Ну, хорошо, что исправлено. Здоровье кланового босса теперь рассчитывается корректно, если бой начинается до обновления и заканчивается после него. Здоровье кланового босса теперь рассчитывается корректно, если бой начинается до обновления и заканчивается после него. Мне кто-то, по-моему, что-то писал подобное, что ли, что если бить босса, когда он вроде как типа покрасился, да, то есть дойти до покраски, а потом начнет бить, там что-то... Я, короче, не знаю, что это такое. Если кто знает, в чем прикол, то напишите. То есть мне, в принципе, без разницы, что там они сделали. Мне главное понять, увеличится у меня урон или нет. Ну, скорее всего, нет, потому что я обычно не захожу на босса в момент, когда он еще не покрашен. Ну, типа вот там, условно говоря, я зашел, и он покрасился потом. Я обычно так не захожу. Я только на твинке так захожу. На основе я так не бью. Так
Также мы хотим разъяснить механику работы пассивного навыка «Зимний ветер» у Тормина. Если Тормин накладывает заморозку на героя, который уже накладывает несколько бонусов, все бонусы после заморозки не будут наложены. Если Тормин накладывает заморозку на героя, который уже накладывает несколько бонусов, все бонусы после заморозки не будут наложены. То есть, например, герой, который накладывает 3 бонуса, и с первого же бонуса этот герой сам замерз, то остальные 2 не наложатся. Я понимаю это так. Улучшение игрового опыта. Слоты талисманов в кузнице теперь показывают количество доступных талисманов каждого типа. Вот здесь вот циферки. Я, кстати, не заметил их сразу. Я заметил там многое, что вот здесь вот изменились иконки на желтые, да? Вот здесь на красную изменилось. Это я заметил. А то, что вот здесь вот показываются иконки, сколько у тебя тех или иных талисманов, ну окей. Вообще пофигу. То есть для чего это сделано, непонятно. Но какая мне разница, сколько у меня талисманов субпараметров, да, или сколько у меня талисманов типа. Я ими все равно не пользуюсь. Ну, субпараметрами я пользуюсь, но я субпараметрами пользуюсь, как правило, только талисманами скорости. Кстати, по-моему, иконку талисмана скорости изменили. По-моему, зеленая была. Прикольно. Вот. Ну, талисманы ранга, талисман редкости такой себе. Тоже особо не важно, потому что всегда можешь зайти, посмотреть, сколько их. Странные изменения. Ну, видимо, они ввели кузницу, рассчитывали, что ей будут пользоваться, а все как-то на нее подзабили. И ее либо используют в качестве фарма бабла на аккаунт, да, либо ее используют в качестве создания убер-шмота там для топовых донатеров, да, потому что обычные игроки особо по поводу кузницы не заморачиваются, насколько я понимаю. Так, дальше что? Другие мелкие исправления в интерфейсе кузницы. Исправлен формат всплывающих окон с информацией о материалах на уровнях крипт. Ага. Формат всплывающих окон, информация о материалах на уровнях крипта. Вот это интересно. Я, кстати, вот буквально только неделю назад, чтобы вы понимали, догадался, что значили там циферки. Я не знаю, они сейчас остались. Нет, сейчас убрали циферки. Вот здесь вот на этих штуках были циферки, короче. Здесь были там 1, там где-то начиналось 1, 2, где-то было там 2, 3, где-то 2 было и так далее. Это обозначало именно, скажем так, качество компонентов, качество вот этих материалов, которые мы могли выбивать, да? Они взяли это, убрали. То есть, типа, это было добавлено в игру там 3 месяца назад. Я только сейчас догадался, что эти циферки значат. Они взяли и убрали эти циферки. Это забавно. Сейчас, как вы видите, появилась окантовочка, синяя рамочка, да, то есть она, в принципе, заменяет эту цифру. Ну, видимо, потому что не я один такой был, кто вообще понятия не имел, что это за цифры. Вот, и, соответственно, они вот переделали синие рамки, фиолетовые рамки и вот легендарные рамки. Ну и, скорее всего, здесь какая-то есть информация. Здесь можно получить редкие материалы. Редкие эпические материалы. Эпические материалы. То есть, ну вот описание было, по-моему, такое же. Просто исправлено, скажем так, рамочка. Здесь эпические легендарные материалы. Здесь тоже эпические легендарные. Так, а здесь что у нас? Здесь ничего не изменилось, да? Здесь как было, так и осталось. Ну и все, больше здесь ничего не изменили, собственно. Здесь это все не кликабельно в кузницу. Окей. Ну, как по мне, шил на мыло, но я еще раз говорю, что, на мой взгляд, просто были такие же люди, как и я, которые вообще не вдупляли, что эти цифры обозначают. Я вот сам догадался буквально неделю, что эти циферки обозначали. Но я никогда не заморачивался, там есть какие-то циферки, есть, а тут что-то до меня доперло, что это, наверное, вот обозначение, что циферка 1 это редкий ресурс, циферка 2 это эпический ресурс, циферка 3 это легендарный ресурс. Так, меня вот только сейчас, ну, там, неделю назад доперло. Так, теперь в окне арены можно использовать жетоны арены из входящих, полученные в награду за задание. Угу, понял. Ну да, это очень сильно бесило. То есть ты забираешь вот эти вот штуки.
и ты их не мог активировать, да, то есть ты нажимал плюсик, а тебе предлагалось, если у тебя не было там мешочков, да, то тебе предлагалось купить мешочек, и чтобы их активировать, тебе приходилось заходить сюда. Вот, теперь же ты можешь нажать плюсик и подтвердить, активировать вот эти награды, которые там на почте лежат. Удобно, это хорошо. Но единственная проблема в том, что они сделали это спустя там 2 года существования игры, да? Какого фига? Даже больше, чем 2 года. То есть такая банальная вещь. Ну, конечно, это там легко судить, типа, людям, которые не занимаются разработкой игры. А с точки зрения разработчика, они всегда, скажем так, у них есть 100-500 миллионов, вещей, которые нужно сделать, и они всегда выбирают между вещами, которые нужно сделать срочно, и вещами, которые можно отложить. Вот. И таким образом, там вещи, которые можно отложить, они будут вечно лежать и не делаться. Так. Купленные ключи босса теперь добавляются во входящие по отдельности. Это значит, что ты можешь забирать их по одному, а не все сразу. А как можно было купить ключи босса не по отдельности? То есть, видимо, это купленные ключи босса имеется в виду за донат, а не за рубины. Потому что у нас же есть, скорее всего, какой-то донат, в котором продаются ключи на клан босса, да? В том числе. Ну, я не знаю, это настолько, типа, вообще пофигу сейчас всем. Ну, здесь один ключик. Наверное, есть какие-то паки, где там несколько ключей продаются, и они, видимо, падали сразу все. Вот, и... Ну, мне кажется, всем пофигу на это, потому что сейчас же нету фигни, что ты можешь забирать награды в нескольких кланах. То есть ты, условно... Раньше просто была такая фигня, что топовые донатеры собирали анкил себе, который забирал КБ с одного ключа, и ходили по там 4 кланам, условно говоря, да, и в каждом клане забирали топовый сундук с 6 КБ. Вот. И, соответственно, у них там в идеальном случае получалось 8 топовых сундуков с 6 КБ в день. Вот, сейчас это все пофикшено, и поэтому всем ключи вообще насрать. Там даже чуть не прямым текстом кто-то там из донатеров, я помню, говорил, что типа, вы теперь это все пофиксили, зачем вы, типа, даете в награду за обновление ключи, они теперь нам нафиг не нужны, типа того. Ну, было такое. Так. Исправное отображение названий эффектов на турецком языке. Шкала здоровья боссов теперь корректно показывает количество потерянного максимального здоровья. Шкала здоровья босса теперь корректно показывает количество потерянного максимального здоровья, когда герой использует артефакты из комплекта гибели. Не знаю, что это такое. Но лучше бы они пофиксили, этих... как они зовутся-то? Варгалов в башне фракций. В башне там, вот на этаже с варгалами, там какая-то лютая дичь происходит, когда у тебя непонятно, что отображается, как полоска отображается. Исправлены мелкие ошибки, которые возникали при продаже и улучшении артефактов. Большое количество артефактов и атрибутов больше не будут вызывать проблемы с отображением в арсенале. Наконец-то. Наконец-то. То есть это предполагается, вот лично у меня, ну сейчас, кстати, FPS не очень большой, всего лишь там около 200, да, но обычно, если ты заходишь сюда, он все равно просаживался, сейчас просел где-то до 90, до 80 FPS. И если ты еще там выбираешь фильтр и надетые, но все равно, вот, короче, типа, вот ты пролистываешь, там 15-20 FPS просаживается, чтобы вы понимали, да? То есть, типа, я не знаю, что они исправили тогда, если это все равно все лагает. Какого фига? И это лагает через клиент, да? А что уже говорить про лаги с мобилки и про лаги через эмулятор? То есть я не знаю, что имеется в виду под этим делом, но я не знаю, у меня лагает все так же, как и было. Может, я неправильно понял?
Может, там вообще, в принципе, какие-то проблемы еще визуального плана были. Не знаю. Добавлены звуковые эффекты при разрушении артефактов. Ну, я редко что-то разрушаю, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Добавлена возможность вернуться в бастион сразу после появления ошибки об исчерпании лимита боев. Добавлена возможность вернуться в бастион сразу после появления ошибки об исчерпании лимита боев. Понятия не имею, что это такое. В ближайшее время в игре также появятся новые герои. Следи за обновлениями. Вот и все. Заходи на форум и расскажи, что думаешь об обновлении. Да я и так уже рассказал, не заходя на форум. Спасибо, конечно, за предложение. Вот. Но в целом обновление, несмотря там на некоторые, скажем так, шероховатости, да, обновление крутое. По крайней мере, двигаются в нужном направлении. Это уже хорошо. То есть, по крайней мере, они не занимаются там бесполезным ребалансом башни, из которым, скажем так, волны говна только вскипают, да, а они занимаются... Кстати, еще такое ощущение, что графоний как будто бы изменился, контрастность как будто другая стала, или мне кажется. Фиг его знает. Вот, занимаются действительно какими-то полезными вещами по изменению интерфейса, и это, конечно, хорошо, это радует. Возможно, мы дойдем до того, что игра станет интересной, удобной и так далее, да. Вот. Ладно, на этом я, наверное... Но в любом случае, я хочу сказать, да, то есть тут нужно соблюдать баланс, там какие-то, скажем так, исправления игры в правильном направлении, то есть, например, там исправление интерфейса, там более, скажем так, все, чтобы было лучше, хуже и так далее, да, вот, и с другой стороны, все равно они должны делать какую-то донатную составляющую в игру, то есть вводить там какие-то разводники там на базаре, чтобы люди что-то покупали, чтобы где-то там на арене, чтобы больше донатили, еще что-то, то есть они должны, обязаны это делать, и даже с точки зрения фри-то-плей игрока тоже должны делать, почему? Потому что игра существует, пока у них есть рекламные бюджеты. Как только у них рекламных бюджетов не будет, соответственно, игра загнется, скорее всего. Соответственно, типа, чтобы были рекламные бюджеты, они должны донатеров разводить на донат. Поэтому в этом все заинтересованы, те, кто играет в игру. Вот. Ладно, на этом я, наверное, это видео буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока.